Что понять поможет физика. Опыты Фарадея. Опыт первый. Соленоид подключен к гальванометру. Если в соленоид вдвигать или выдвигать постоянный магнит, то в эти моменты наблюдается отклонение стрелки гальванометра, то есть в соленоиде индуцируется ЭДС. Что понять поможет физика. Направление отклонения стрелки, если вдвигать или выдвигать постоянный магнит, противоположны. Если постоянный магнит развернуть так, чтобы полюса поменялись местами, то и направление отклонения стрелки изменится на противоположное. Отклонение стрелки гальванометра тем больше, чем больше скорость движения магнита относительно соленоида. Такой же эффект будет, если постоянный магнит оставить неподвижным, а относительно его перемещать соленоид. Что понять поможет физика. Опыт второй. Один соленоид К1 подключен к источнику тока. Другой соленоид К2 подключен к гальванометру. Отклонение стрелки гальванометра наблюдается в моменты включения или выключения тока, в моменты его увеличения или уменьшения, или при перемещении катушек друг относительно друга. Что понять поможет физика. При включении или выключении стрелка отклоняется в разные стороны, так как знак индуцированной ЭДС в этих случаях различен. Такой же эффект наблюдается при увеличении или уменьшении тока в катушке К1, при сближении или удалении катушек. В опытах Фарадея было открыто явление электромагнитной индукции. Оно заключается в том, что в замкнутом проводящем контуре при изменении потока магнитной индукции, охватываемого этим контуром, возникает электрический ток, получивший название индукционного. Основные свойства индукционного тока. Первое. Индукционный ток возникает всегда, когда происходит изменение сцепленного с контуром потока магнитной индукции. Второе. Сила индукционного тока не зависит от способа изменения потока магнитной индукции, а определяется лишь скоростью его изменения. Что понять поможет физика. Закон Фарадея. Опыты Фарадея показали, что возникает индукционный ток, а это указывает на наличие в цепи электродвижущей силы. Эта ЭДС называется электродвижущей силой электромагнитной индукции. Что понять поможет физика. ЭДС электромагнитной индукции в контуре эпсилон с индексом И численно равна и противоположна по знаку скорости изменения магнитного потока F сквозь поверхность, ограниченную этим контуром. Это закон Фарадея. На анимации в верхнем левом изображении изменяется ток, в верхнем правом меняется площадь контура, а в нижнем происходит изменение магнитного потока F. Что понять поможет физика. Потокосцепление Ψ равно произведению количества витков катушки на магнитный поток одного витка, где Ψ – это потокосцепление. Закон Фарадея для этого случая. ЭДС электромагнитной индукции в соленоиде эпсилон с индексом И численно равна и противоположна по знаку скорости изменения потокосцепления Ψ сквозь поверхность, ограниченную этим соленоидом. Что понять поможет физика. Направление индукционного тока определяется по правилу Ленца. Правило Ленца. При всяком изменении магнитного потока сквозь поверхность, натянутую на замкнутый проводящий контур, в последнем возникает индукционный ток такого направления, что его магнитное поле противодействует изменению магнитного потока. Что понять поможет физика. Индуктивность контура. Сцепленный с контуром магнитный поток пропорционален току в контуре L большое умноженное на I, где коэффициент пропорциональности L большое называется индуктивностью контура. Индуктивность длинного соленоида. Индуктивность L большое равна произведению магнитной постоянной μ нулевой на магнитную проницаемость среды μ
на количество витков в квадрате n квадрат большое, на площадь S и все деленное на длину соленоида L маленькое, где n большое число витков соленоида, а L маленькая длина соленоида. S – площадь. Что понять поможет физика. Индуктивность контура L большое в общем случае зависит только от геометрической формы контура, его размеров и магнитной проницаемости той среды, в которой он находится. Что понять поможет физика. Самоиндукция. При изменении силы тока в контуре будет изменяться и сцепленный с ним магнитный поток, а это в свою очередь будет индуцировать ЭДС в этом контуре. Возникновение ЭДС-индукции в проводящем контуре при изменении в нем силы тока называется самоиндукцией. Что понять поможет физика. ЭДС самоиндукции численно равна и противоположна по знаку скорости изменения магнитного потока F сквозь поверхность, ограниченную этим контуром. И далее равна производной по времени от произведения индуктивности L большое на силу тока I. ЭДС самоиндукции пропорциональна скорости изменения тока в контуре, где знак минус обусловлен правилом Ленца. Показывает, что наличие индуктивности в контуре приводит к замедлению изменения тока в нем. Единица индуктивности L большое 1 Генри. Что понять поможет физика. С физикой ложусь я, с физикой встаю.